Маршал Дума, Сиарга, сегодняшний разговор для одних будет нудным, тяжелым, психологическим, для кого-то может быть полезный. Мы поговорим о человеке, его предназначении на основе работ Карла Густава Юнга. Это швейцарский психолог, психиатр, педагог, основоположник аналитической психологии. У меня вот такая старая книга его «L'homme à la découverte de son âme», «Человек, познающий свою душу». Все мудрецы мира, которые на самом деле постигли какое-то настоящее знание, прикоснулись к духовному, они, как правило, говорят об одном и том же, хоть и на разных языках и в своей терминологии. И главное, чтобы каждый из нас находил того, чей язык ему ближе. Я вообще очень люблю эти старые книги. У меня есть еще вот такая, тоже по психологии. Смотрите, она 1879 года. Человек не может сравнить себя ни с одним существом. Он не обезьяна, хотя часто похож на нее, ни корова и ни дерево. Он человек, но что это значит быть человеком? Часть безграничного божественного, но почему он так отличается от всех остальных созданий нашей Вселенной? В этом мире человек умнее всех других существ при условии нормального развития, и только мифологические герои превосходят в этом человека. И как человек должен думать о себе, как ему составить о себе мнение, всем нам свойственны психические процессы, и не все из которых мы контролируем. История жизни у нас начинается в случайном месте, с некой точки, которую мы запомнили, и уже с этого момента начинаются и все сложности нашей жизни. Мы никогда не знаем, чем эта жизнь станет, и тем более, как она закончится, у нас могут быть только смутные предположения. Если брать отдельного человека, то этот опыт не внушает доверия. Жизнь одного человека слишком быстротечна, недостаточно, и в этом смысле, как поет Стинг «How fragile we are», как же мы хрупки, в этом смысле удивительно и чудесно, что в этом мире вообще что-то существует и развивается. Обратимся к одной из цитат Юнга. «Люди, думалось мне, походили на животных и, казалось, также не осознавали себя. Они смотрели на землю и на деревья лишь за тем, чтобы увидеть, можно ли это использовать и для чего. Как и животные, они сбивались в стадо, боролись между собой, жили в этом Божьем мире и не видели его, не осознавая, что он един и вечен, что все в нем уже родилось и все уже умерло». Известные интеллектуалы, такие как Аристотель, при всей своей логичности кажутся безжизненными. Они как будто бы хотят создать нечто с помощью логических конструкций, нечто, чего в них самих нету и чего они не чувствуют, и о чем они не имеют никакого представления. Таким же способом, чисто умозрительно, пытаются доказать себе существование духовного, потустороннего, веры. Это вообще свойственно очень многим людям, рассуждать о духовном мирским языком и понятиями, хотя вера — это то, что может прийти к человеку только через его личный опыт. Согласно Юнгу, Шопенгауэр был одним из немногих, кто как есть рассказывал о страданиях этого мира. У него хватило смелости, говорит Юнг, увидеть, что не все было к лучшему в нашей Вселенной и даже в самой ее основе. Он сказал, что все беды человеческой истории и жестокость природы исходят от слепой творящей воли. Это, кстати, интересный момент, который Юнга разочаровал в идеях Шопенгауэра. Что это за слепая творящая воля? Юнг говорит, что Шопенгауэр под этим подразумевает Бога, в то время как по Юнгу божественное не может быть слепым. Однако нечто слепое, многим нехорошим и жестоким все же руководит в этом мире. Упрощая, можно сказать, там, где нету света осознанности, царит слепая тьма. Вот как много зависит от осознанности человека в этом мире. Поэтому, в отличие от Юнга, у Шопенгауэра есть какие-то нестыковки и несостоятельные идеи, как, впрочем, у многих других философов. Вот почему я предпочитаю брать за основу размышлений тех людей, живших в этом мире или живущих, которые так здраво и трезво и глубоко видят тайное или явное в нашей жизни, как этот швейцарский психолог, который был учеником, кстати, Фрейда, но превзошел своего еврейского учителя, пойдя намного дальше и оставив его далеко позади.
Хотя в нашем мире, видимо, благодаря еврейской пропаганде, не в обиду евреям, Фрейд преподносится как король психологии, впрочем, как и Эйнштейн преподносится королем интеллекта. Сегодня, как никогда, опасность всем нам угрожающая исходит не от природы, а от человека, считает Юнг. Она коренится в психологии личности, психологии массы. Все зависит от того, правильно ли функционирует наше сознание. Люди могут становиться невротиками даже от того, что они довольствуются неполными или неправильными ответами на те вопросы, которые ставила им жизнь. Как правило, они ищут успеха, удачного брака, положения и становятся несчастными просто из-за того, что этого не удалось достигнуть. Этим людям не хватает развития, самопознания, самовыражения через творчество. Как только они находят свой способ для внутреннего обогащения и развития, неврозы исчезают. Неврозы на самом деле не такая страшная вещь, как они и говорят. Это очень распространенное явление в наше время. Вот почему так важно развитие личности и всевозможные способы для этого. Среди так называемых невротиков есть много людей, которые были бы психически здоровыми, если бы они родились в другую эпоху, когда человек был связан с природой, с миром своих предков, посредством мифов, народных сказаний и так далее. Недаром мудрецы передавали древние знания через притчи и мифы, например, такие как суфийский мастер Руми и его прекраснейшая книга «Маснави». Поэтому я снова и снова буду говорить, утрата народной мифологии и других культурных аспектов становится тяжелым испытанием для одних людей, и они не могут обрести свой путь в этом мире, довольствуясь либо научными представлениями или причудливыми словесными спекуляциями разных религиозных сект, которые не имеют ничего общего с мудростью. И Юнг считает, что попытки найти всему рациональное объяснение не только в науке, но и в так называемой духовности, когда разные религиозные секты тебе наперед объяснили в деталях, для чего ты в этом мире и куда ты придешь после смерти, это воздействует разрушительно на человека. Но многие держатся за эти объяснения из-за страха смерти, из-за страха перед неизвестностью. Есть один необычный такой медитативный фильм «Дед Азиз» называется. Там главный герой старец сравнил страх смерти со страхом рождения. Но большинство людей как бы добровольно дают свою жизнь и душу в обмен на мнимую определенность. Юнг говорит по этому поводу: за этими попытками тайная цель по возможности отгородиться от собственного подсознания, от подсознательных состояний, от реального психологического опыта и заменить его с виду надежной, но искусственной и ограниченной, двухмерной, то есть животной идеологической действительностью, где настоящая жизнь со всеми ее сложностями заслонена так называемыми отчетливыми понятиями